Всем доброй ночи, друзья мои. Свеча, смотрите, так необычно горит. Образовалась звезда. Ну, на фоне этой красивой свечи немного поговорим с вами. Предисловие. Та работа, которую я хочу вам подарить, она имеет огромную силу, и вы можете порекомендовать своим близким людям, детям, любимому человеку, но учтите, что проводить должны они сами. Вы не имеете права за них это делать. Мой труд делится на несколько аспектов. Ритуалы созданы мной всецело, полностью мне нашептанные, переданные оттуда, с потусторонних пространств. Работы, которые пришли ко мне подсознательно, во сне, в каком-то таком пограничном состоянии, я записала и передала вам. Быть может, они существовали эти труды много тысяч лет назад, но их нигде нет. Но, по сути, можно сказать, по новой восстановлены и вновь живут в новом времени. Работы, которые были созданы мной на основе более древних работ, которые дошли до нас в сыром виде, можно сказать. И они могут сработать только у практиков. Те знают, какие ключи туда добавить и что там делать. Но у простого человека оно не сработает, как бы грозно ни звучало. А потом уже идет техника создания. Знаете, так, из закваски можно сделать несколько различного рода теста, да. Можно пироги испечь, можно хлеб, можно что-то сладкое добавить и так далее. Вот эта закваска, она и есть основа магии. Если человек это знает, то он составляет работы правильно. И они рабочие, не просто красиво звучат. Вот этот обряд, этот ритуал, он в разных вариантах может встретиться, но навряд ли в таком именно формате, но что-то похожее, что-то знакомое может быть. Однако я считаю, что, знаете, такое выражение слышал, звон да не знает, где он, вот из этой серии. Он вроде составлен, вроде бы старинный заговор, но либо наполовину утерянный, его как бы так переделали под наше время, но не очень удачно. Либо она дошла наполовину, в любом случае это не рабочий. В том виде, в котором есть. Сработает только у человека, который сильный сам по себе. И опасный для обычного человека, потому что там призываются те силы, которые человеку, не обладающему силой и знаниями, их призывать не следует. Вот, собственно, вам объяснила. И я давно уже на этой основе создала свою работу, более четко, конкретно перечислив все те бедствия, от которых себя нужно заговаривать. И я считаю, что это именно то самое, что нужно обычному человеку, без тех самых темных сил, демонических сил, которые, в его случае не стоит вызывать. И кроме всего прочего, есть определенные тонкости, которые, ему не нужно называть, если человек профессионально не работает в этой сфере, скажем так. Если у него опыта нет большого, да и не всем ведьмам даже можно такие работы проводить, даже для себя. Может быть, только сильным,
с большим опытом и знаниями. Итак, есть люди, которых ничего не касается. На них идут, пишут доносы. Вроде стараются день и ночь, никакого результата. Это не о себе говорю. Хотя у меня тоже, конечно, это было и есть. И огромное количество врагов и недоброжелателей. Но чем больше, чем выше поднимается человек, тем дороже он платит за свою исключительность. Когда люди поднимаются на вершину, там холодно, одиноко. Ты ловишь себя на мысли, что ты становишься исключительно нужна только когда нужно помочь человеку конкретно или людям, когда нужны деньги, когда нужно покровительство, когда нужно, чтобы ты за них что-то где-то сказала. Не всем. В редких случаях, когда общение нейтральное или просто дружеское. В основном, конечно, я людей не виню, естественно, это нормально. Мы идем к врачу, чтобы лечиться. Мы же не идем, чтобы спрашивать, как у него дела и как он себя чувствует, счастлив ли он. То же самое касаемо и магии, вообще любой профессии. Люди сами по себе потребители, и это нужно учесть. Но до вершины добраться очень непросто. Однако еще тяжелее там удержаться, закрепиться, чтобы тебя оттуда не скинули. Потому что всю жизнь будут мечтать тебя скинуть оттуда. Не очень люблю приводить пример, но приведу слова сильной женщины, которая из ее писем, собственно говоря, в этом фильме, я думаю, вы узнаете этот голос, звук. Взятый из писем этого человека, этой исторической личности. И сценаристы добавили в этот сериал, в этот фильм о ней, ее слова в том числе. И вы послушайте, насколько это правдиво и насколько это реально. И поймете, для чего люди должны себя обезопасить. Почему? Чем больше ты добиваешься, тем более уязвимым ты становишься, просто мишенью. Каждый год своей жизни я проходила сквозь круги огня, умирала и вновь воскресала, более сильной, более могущественной, с гордо поднятой головой. Я сама стала огнем. Я узнала, что за могущество приходится дорого платить. Кинжалы, яды, предательство, бремя лет, обернувшись болезнью, окутывает мое тело. Я непобедимая, я птица Феникс. Узнали? Но она не одна была такая сильная женщина. И все сильные люди за свою жизнь проходили то же самое. И кинжалы, и яды, и чего только не было. Вы сейчас, наверное, посмеетесь, но я вам скажу, что меня и отравить пытались. Да, из ревности к мужчине, которого я вообще не воспринимала всерьез. И ножом пытались убить, и чего только не было в моей жизни. И грабить,
и все на свете. Вот. Меня берегли эти силы. Берегли, пока я более хорошо и близко не узнала их. А потом я уже просила меня беречь, потому что я понимала, что чем больше о тебе узнают, и чем сильнее ты становишься, тем больше будет ненависти. Будет и любви много, но и ненависти не меньше. Вы знаете, я считаю, что тот человек, у которого нет врагов, он практически зря прожил свою жизнь. Потому что враги могут быть только у сильных людей. Врагов надо заслужить. Не сплетников, которые там обсуждают тебя на лавочке, а врагов, которые пытаются тебя уничтожить. И чем сильнее ты становишься, тем более сильные враги тебе встречаются. Поэтому те люди, которые хотят добиться чего-либо, они должны знать, что высота – это еще и ответственность. Ты обратно назад уже не повернешь. Если идешь вперед, значит идешь. Как я говорю, известность и безвестность – это как Сцилла и Харибда. Помните, как Одиссею дали выбрать между чудовищами Сциллой и Харибдой? Что тебе лучше, Сцилла, которая там 12-главая или 9-главая проглотит тебя, или Харибда, которая унесет тебя в бездну? Выбирай. Быть неизвестным человеком тоже не очень, потому как, неизвестным не обязательно, вот как бы совсем прям, чтобы тебя никто не знал, но не добиться ничего в жизни, никак не состояться, ни как мать, ни как карьерист, ни как, скажем так, человек, никак не состояться, считай, что жизнь прожита бесполезно, потому что ты тратишь свою жизнь непонятно куда. Состояться как-то в этой жизни замечательно, конечно. Но у тебя появится столько врагов, столько недоброжелателей, столько зависти. Люди оценивают благосостояние другого по деньгам. Может быть, они отчасти и правы. Но хочу вам сказать, что в этом мире мы все притворщики. Мы все играем ту роль, которую нам дали, подсознательно. Внедрили в голову этот чип. Вот ты будешь поваром, ты будешь ведьмой, ты будешь писателем, ты будешь актером. Когда вы открываете эти все страницы, Facebook, TikTok и прочее, веселые, улыбающиеся лица, радостные мамы, папы, дети, счастливая семья, все хорошо, прекрасно. А так ли это на самом деле? Мы не знаем ничего о человеке. Его душа — темный лес. Люди притворяются. И на это есть разные причины. Кому-то стыдно признаться, что он несчастен. Кто-то не хочет расстраивать родных и близких. Кто-то считает, что, и так повезло, у других людей еще похуже. Чего ж я жалуюсь на жизнь? Есть такие страшные судьбы, вон Африка полуголодная. Мне-то чего жаловаться? Кто-то говорит, назло всем буду показывать, что я очень счастливо живу, пускай все от зависти сдохнут. Кто-то считает, что моя личная жизнь – это только мое пространство и никого не касается. Буду показывать то, что считаю нужным. Но мы все притворяемся, друзья мои. Из уважения к людям мы выходим на улицу, одеваемся, пшикаем эти духи, красимся. Мы не выходим растрепанные в пенуарах, в халатах. Из уважения к людям мы не показываем свои эмоции на публике. Мы говорим дома.
Мы не хотим показывать свои слабые стороны, поэтому не раскрываем свои несчастья. Это не есть притворство, да, но нас такими создали. Не потому, что мы все такие аферисты и мошенники, и вруны. Нет. А потому что у нас есть своя роль. Когда выходит на арену или на сцену выходит актриса, даже если у нее там только что было несчастье, и ее муж бросил с 3 детьми, ей есть нечего завтра. Но она сегодня должна играть какую-то хохотушку, там, какую-то продавщицу на рынке. Или какую-то счастливую женщину, которая счастлива, потому что выходит замуж и примеряет подвенечное платье. Зрителю не интересны и не волнует их твои горести, боль. Она выходит играть, она должна сыграть ту роль, которую ей дали. Если она хочет получить поощрение, хочет получить зарплату и прокормить своих детей. То же самое наша жизнь. Тебе дали роль, вот эту, внедрили тебе подсознательно, и ты играешь эту роль. Я к тому, что многие люди не показывают свои несчастья, но вы не думаете, что у них все хорошо. Я иногда говорю, что жизнь ведьмы похожа на склеп. Снаружи мрамор, цветы, мозаика, а изнутри кости, тлен и могильный холод. Но люди со временем привыкают к своей роли. Они учатся жить с этой болью, они учатся, приспосабливаются к тому, что им больше не на кого надеяться в этой жизни, они должны надеяться на себя. Может быть, это и есть самое лучшее, что существует. Где-то кто-то делится своим секретом выживания, где-то предпочитает кто-то не говорить об этом. Но мы все играем, друзья мои. И когда люди говорят о том, что вот я неуязвима, потому что я невиновна, я человек честный, хороший, порядочный, поэтому ко мне нет никаких претензий, не верьте этому. Я когда-то давно работала администратором дельфинария, и наш директор, замечательный человек, между прочим, очень добродушный, порядочный человек. Взрослый был дядька, и к нам, ко всем относился как к своим детям. И он всегда говорил, что он атеист и живет там, он материалист, он верит, собственно, в то, что природа нас создала и прочее, и в это всю ерунду он не верит и не хочет даже думать об этом. И каково было мое удивление, когда как-то он пригласил нас всех в ресторан, и он немножко так под шофе открыл тайну и сказал, что у него есть какой-то мешочек кожаный, говорит, внутри что, я не буду говорить. Это моя прабабушка мне дала, когда мне было, я был маленький. Она меня очень сильно любила, говорила, что я похожа на ее погибшего когда-то из какой-то из войн. Наша страна-то столько воевала, черт поймешь когда. Не в Великой Отечественной, до погибшего сына. И вот она его очень любила, этого правнука. И отдала вот этот мешочек заговоренный. И сказала, что после 30 лет ты станешь богатым человеком. Так и случилось. И он говорит, вот каким-то чудом я этот мешок сохранил. Или этот мешок сам сохранил и себя, и меня. И я просто вот аж от удивления у меня глаза расширились. Потому что человек, который говорил, что он атеист, он не верит ни в Бога, ни в черта, и отстаньте от меня с этим всем, он вдруг говорит о том, что у него есть оберег, переданный от прабабушки, которая была знахаркой, лечила людей, в общем. И что вот этот мешочек и вот это вот то, что там содержимое, оно помогло ему быть удачливым человеком и, то есть, сохранить себя, потому что у нас тоже тогда было много конкурентов.
как обычно. Поэтому, когда вам говорят, я не верю в это все не так, не спешите этому верить. Когда говорят, я очень счастлива, не спешите этому верить. Что у меня все замечательно, отлично, и чего и всем вам желаю, не спешите в это верить. Мы все актеры, Шекспир сказал. Жизнь – это театр, а мы в ней актеры. Так вот, самое главное – это не переиграть свою роль или не профукать бездарно то, что на тебя наложено, то, что тебе сказали, то, что ты должен сделать, твою функцию в этой жизни. Издревле ведьмы заговаривали людей. Или давали им эту тайну, делились с ними, помогая им самим себя заговорить от всяких бед. И те люди, властимущие, исторические персонажи, которых вы знаете, которые были неуязвимы, поверьте мне, что они пользовались точно так же тайными знаниями. Когда ты исследуешь их жизнь, ты видишь, насколько эти люди увлекались знаниями. Они словно искали нечто такое, знаете, такие тайные знания, недоступные, потому что вникали во все, заказывали огромное количество книг, сидели в этих дворцовых библиотеках. Эти люди искали знания. Самое главное богатство человека – это знание. Знания не пропьешь, знания не закончатся, знания у тебя не отнимут. Есть одна художница, не знаю, сейчас она жива или нет, она была известна еще в 60-х годах. Армянская художница из Тбилиси. Ездила с выставками еще в советское время. И когда приезжали в Тбилиси, к ней приходили в ее выставку, значит, вернисажи устраивали. И многие художники украли у нее очень много идей, очень много схожих работ, значит, создали. И когда вот занавес этот открылся, и люди начали ездить по заграницам, увидели это все. И ей сказали, что вы знаете, сколько у вас наворовали идей. Она говорит, я могу таких людей только пожалеть. Значит, им ничего не дано, им приходится брать у других. А пусть воруют. У меня и так очень много идей в запасе. На мой век хватит. Она иронично к этому отнеслась. Но я к тому, что в этом мире нужно относиться очень настороженно ко всему и быть всегда на страже своего детища. Есть огромное количество тех, кто захочет это взять и использовать. И чтобы выжить в этом мире конкуренции, зависти, ненависти, нужно знать особые секреты и тайны. И они действительно помогают и спасают человека. Бывает, что пытаются человеку и навредить, и убить, и очернить, и чего только не пытается сделать. Но человек живучий. И о нем что говорят про этого человека? Он как заговоренный, его ничего не берет. Так и есть. Во многих легендах, рассказах, эпосах часто приводят вот этот момент заговоренности. Фактически всех народных героев кто-то заговорил, кто-то защитил. Того же Ахиллеса мать окунула в священный огонь, держа за пятки. Но когда уже хотела и ноги туда
опустить. Отец успел, вырвал из рук ребенка и не позволил, испугался. И вот у него пята осталась, уязвимая, ахиллесова пята, куда, собственно, выстрелили и убили его, зная эту уязвимую точку. Заговаривали себя властимущие различными способами. У них были свои придворные астрологи, ведьмы. Это просто не афишировалось. Это в языческое время было открыто, можно было говорить, а потом это было закрыто. Это не афишировалось. Но все знали, и все очень свято верили в магию. Когда в покоях Елизаветы Петровны нашли какой-то там мешочек с травами, она была в ужасе. Потом велела позвать какую-то бабку, которая ее отчитывала. Потом начала менять спальни. Там во время, то есть в ее правлении во дворце ремонт не заканчивался. Постоянно открывали новые комнаты, делали ремонт в новых комнатах. Закрывали старые комнаты, через некоторое время открывали. Она очень боялась предательства. Она боялась спать. У нее были тревоги, потому что она сама зашла в комнату спящей Анны Леопольдовны и сказала: «Пора проснуться, сестрица». И сослала их в далекий монастырь, а сына заперла, вот Иоанна Антоновича, их сына, заперла на всю жизнь, и это ее мучило. Она понимала, что она мучает невинную душу, невинного ребенка, но она поклялась, что никого казнить не будет, если восядет на трон. Но и не за что было казнить, он был ребенок, а как бы позволить ему быть, он был уже помазанный царь, тоже не могла. И вот каждый раз, когда она начинала мучиться во сне, фрейлина должна была подойти, положить руку ей на лицо и сказать: «Лебедь белая». И она просыпалась. Понимаете, мы не знаем цену той власти и того имущества, которое было у этих людей. Я вам приводила такие примеры 1000 раз и еще раз приведу. Полненькая, толстенькая женщина, обыкновенная сельская, у которой муж там тракторист или плотник, 7 детей по лавкам, донашивают друг у друга вещи. Они намного счастливее, они спокойно ложатся спать, не закрывая двери, у них красть нечего. Они ни о чем не переживают, любят друг друга, берегут, счастливые, живут на лоне природы, понимаете, в лоне природы, да. И эти люди счастливее многих царей, государей, императоров и прочее. Где был яд, вероломство, революция, чего только не было. И когда завоеватели приходили, они не крестьян искали, а первым делом кого? Венценосных особ казнили. Потому что нужно было захватить их трон и полностью убрать их власть. Стать заговоренным. Вот мы с вами, как Ахиллесы, сейчас окунаемся в священный огонь. Никому не рассказывайте эту тайну, почему вы неуязвимы. Если только вашим родным близким хотите дать эту работу, но не говорите о том, что вы проводили, это такая сильная работа, это так помогает, вот попробуй. Нет. Я всегда говорю людям: не рекомендуйте мои каналы всем подряд. Может, это звучит как-то непонятно, как так, ну, вроде все хотят, ставьте лайки, всем говорите, подписывайтесь, а я вам говорю, не надо этого делать. Не говорите. Не все люди заслуживают и достойны этой помощи, во-первых. Не все достойны быть счастливыми. Люди могут прийти пользоваться этими работами, а поскольку они легковерные, не очень интеллектуально развитые, основное количество людей, их легко могут переубедить, что это очень плохо. Ой, здесь к сатане обращаются, это, ой, вот она мне сказала этот канал. И потом начнут на вас смотреть косо.
И ваша помощь, казалось бы, да, ваше вот искреннее желание помочь человеку обернется против вас. Начнутся сплетни, грязь. Был такой случай, когда одна из моих хороших друзей, я могу назвать уже друзьями людей, которые много лет со мной доказали свою верность и достойное поведение. Она порекомендовала мой канал своей знакомой, которая запуталась, не знала, как решить свою проблему. А та сказала своему любовнику. И вот в разговоре, когда эта девушка сказала, мол, ты знаешь, у тебя там 4 детей, муж хороший, ну или уходи, или вот так тайно встречаясь, рано или поздно узнают. Он тебя использует, там нету любви. Ну вот думай просто, стоит ли семью разрушать из-за этого. И она передала этому мужику, и тот мужик, зная, что вот этот канал смотрит. Одним словом, ее обвинили черти в чем, что она ведьма, она колдует на них, она там, что она там делает? В общем, вместе со мной ходят в кафе и гадает. Оскорбили этого человека, начали ее фотографию по группам раскидывать и так далее. Конечно, я за него заступилась, конечно, они заплатили очень дорого за то, что сделали. Но я вот к чему говорю. Вы хотите всей душой и всем сердцем помочь человеку, а человеки не все достойны этой помощи. И получается, что они вместо того, чтобы тебе сказать спасибо, тебе еще, вот она вот эти каналы смотрит, она вот такая, она ведьма и прочее. Друзья мои, ведьмы не любят тусовки. Они не любят собирать народ вокруг себя. Сила любит тишину и тайну. Вот то, что я вам передаю, никто же не видит, что вы дома сидя, например, зажгли свечу и начитали, да, для себя. Или там пошли там на проверку, взяли там для себя быстро начитали скоропомощник. Это не видно, это тайное творится. Я раздаю свои знания, но везде, в каждом доме, где-то у кого-то в сумке лежит эта тетрадь, у кого-то в шкафу. Это закрыто, это не показывается на весь мир. Никто не знает, какое огромное количество людей берут мои работы, с помощью моих работ поднимаются, покупают себе дома, квартиры, детей устраивают, там, от врагов избавляются и так далее. Понимаете? Вот это тайное. Но поскольку это 21 век, чтобы возле моего дома не стояли машины там до трассы очередь, я могу воспользоваться всеми, скажем, как вы сказать, изобретениями этого века и вот передать таким образом через экран, сидя вот на своем диване, снять, и за один день 30 тысяч человек, например, возьмут и воспользуются этой работой. Понимаете, это какой колоссальный труд и какая огромная ответственность. И сколько людей с той стороны на тебя смотрят. Это целые стадионы. Я иногда, когда смотрю, просмотры 2 миллиона, 3 миллиона. У нас не у всех советских республик есть такое количество населения, сколько, например, посмотрели мой ролик. Это я представляю, это столько миллионы людей, миллионы судеб. У каждого человека своя жизнь. Каждый человек, у каждого свой срок жизни. Вот от сих до сих доживет и уйдет этот человек. А он посмотрел мой канал, он меня знал. Понимаете, о чем речь? То есть вот эта тайная власть, это и есть магия. Я вам даю эту работу. Вы себе берете, начитываете. У вас нормально все в жизни. И не могут понять, почему вы неуязвимая, почему вы как заговоренная. Ну, так получается. Я же хорошая, я ничего плохого не делаю, чего должно мне плохо быть. Но они пусть не знают ваш секрет. Не нужно им это знать. Потому что не все люди заслуживают того, чтобы с ними поделились радостью и помогли им в том числе. Итак, заговорить себя. Если в вашей жизни трудный период, то делайте это каждый вечер. Если просто внутреннее предчувствие, но все-таки вам хочется, чтобы ничего с вами не случилось, ну, делайте раз в неделю, например.
раз в месяц. Не забывайте время от времени это начитывать. Так заговаривали людей, когда отправляли на фронт. Моя прабабушка Марта заговорила своих сыновей. Все они вернулись живые. Все 3 ее сына до Берлина дошли и вернулись. Ни одной царапины не было, ни на ком. Хотя они все воевали, у них столько орденов, медалей. Когда они уходили, мы еле несли, все внуки, правнуки. Носили до кладбища, а потом возвращали. Так было принято, ветеранов так хоронили. А когда она захотела поставить защиту, то есть начитать что-то, сделать, заговорить своего девера, то есть брата мужа, там жена запретила. Сказала, я в церковь хожу, я в церкви там какой-то обет дала, мне твое колдовство не надо. Он погиб. Так что, видите, не все понимают и не все заслуживают того, чтобы им помогали. Некоторые с помощью моих работ поднимаются, добиваются всего, а потом идут, каются, все это выкидывают, сжигают, потому что кто-то там что-то сказал. Вот самое страшное в этом мире, когда люди живут не своими мозгами, а чужим умом. Шуганутые. Легко поддаются любой панике, верят всему, понимаете? И вот такие люди потом все теряют, а потом начинают опять. Вот, не зря говорили, что вот не надо было связываться. Так ты связалась, и твоя жизнь поменялась. В чем проблема? Нет, надо все нагадить. Потому что человек, не может, не хочет быть благодарным. Он не хочет понимать, что кому-то обязан своей новой жизнью. Лучше нагадить. Так легче. Итак, зажигайте свечу и читайте 6 раз слова этого заговора. Они сильные, они очень действенные. Перепишите их, отдайте своему мужу, положите в машину. Даже если он сопротивляется, да это все мне не надо, все, я в это не верю. Скажи, хорошо, ты не веришь, пускай просто будет для моего спокойствия. Если вдруг в его жизни или в дороге что-то случится, он вытащит это. Поверьте мне, мужчины больше верят этому всему, чем женщины. Просто мужчина должен видеть, тогда верит, а женщина верит и видит потом результат. И когда он один раз в жизни прочитает, и у него получится, он будет самый верный поклонник моих работ. Я знаю. Мужчины так созданы. И когда дома говорят, что мой муж не верит в это все, я говорю, не надо ему верить. Ты начитай. Один раз муж с женой поссорились, это все ерунда, чем ты занимаешься. Он говорит, я ж тебе не мешаю, я ничего не делаю, я ж никуда не хожу, не шастаю. Что ты хочешь? Я кофе ставлю просто перед статуей. Тебе она мешает? Да это все не должно быть. И потом она сказала, давай поспорим с тобой, вот что в этом месяце у тебя будет столько клиентов, что тебе некогда будет вообще присесть лишний раз. Вот он, опять эти бабушкины сказки. Говорит, хорошо. Вот демонстративно перед тобой буду читать, и ты посмотри. Она начала читать, и каждый день ему звонили. Заказы, он куда-то там что-то возил. И знаете, что он потом говорил? Тебе какие-то травы надо достать? Тебе благовония нужны? Говорит, звонит мне. Тебе там цветы какие-нибудь надо принести для твоей этой фортуны? Они более продуманные и более расчетливые, чем женщины. Просто боятся в это верить, но когда видят результат, верят больше, чем кто-либо. Перепишите, отдайте своим сыновьям, дочерям, людям, которые способны и понимают, и могут в какой-то трудный момент своей жизни все-таки взять и начитать. Итак, стать заговоренным. Вот тем самым заговоренным, каким называли в древние времена людей, с которыми ничего не случалось, которым ничего не пристает к нему ни пуля, ни болезнь, ни враг. Дух рода, дух-стражник, дух-покровитель. Всех выкликаю, всех призываю и прошу. Проведите меня между двух миров,
на ту сторону жизни, где тайна сна мертвого и тайна сна живого. В тайне видимое и невидимое, где река смерти чертит собой границу миров. На берегу той реки стоит черная башня. В той башне тайная комната. В ней сидит судьба, называй здесь мое имя, Инги. Перед ней лампада жизни горит. И призовет она к себе троих, смерть, тоску, кручину. И прикажет им с этого часу хранить лампаду жизни Инги. В огне ей не сгореть, в воде не тонуть, от меча и пули не погибнуть, от веревки и яда быть обойденной. Власть имущий ее не заметит. Доносчик ее побоится. У душегуба руки и ноги отнимутся. Тюрьма и ссылка ее не коснутся. С вором и убийцей разминутся. Судом и клеветой ее не возьмут. Тоска не задавит, змея не ужалит, зверь не подойдет, злая сила мимо пройдет, ее не тронет. С высоты не упадет, а камни не ударится. Всюду сбережется, от всех бед спасется. Разум будет трезвый, тело будет резвым. Из всех бед выйдет победителем, спасется, выживет, выстоит. Ничем никто ее не возьмет. Весь свой век будет жить свободной и сытой, с добрым именем, заговоренной рукой судьбы, при 3 свидетелях смерти, тоски, кручины, при 3 охранниках, духе рода, стражнике и духе покровителе. Ключ, замок, язык. Заклинаю. Еще раз. Дух рода, дух стражник, дух покровитель. Всех выкликаю, всех призываю и прошу. Проведите меня между 2 миров, на ту сторону жизни, где тайна сна мертвого и тайна сна живого. В тайне видимое и невидимое, где река смерти чертит собою границу миров. На берегу той реки стоит черная башня. В той башне тайная комната, в ней сидит судьба Инги. Перед ней лампада жизни горит, и призовет она к себе троих, смерть, тоску, кручину, и прикажет им с этого часу хранить лампаду жизни Инги. В огне ей не сгореть, в воде не тонуть, от меча и пули не погибнуть, от веревки и яда быть обойденной, власть имущий ее не заметит, доносчик ее побоится. У душегуба руки и ноги отнимутся, тюрьма и ссылка ее не коснутся, с вором и убийцей разминутся, судом и клеветой ее не возьмут, тоска не задавит, змея не ужалит, зверь не подойдет. Злая сила мимо пройдет, ее не тронет. С высоты не упадет, а камни не ударится. Всюду сбережется, от всех бед спасется, разум будет трезвый, тело будет резвым. Из всех бед выйдет победителем, спасется, выживет, выстоит. Ничем никто ее не возьмет. Весь свой век будет жить свободной и сытой, с добрым именем, заговоренная рукой судьбы при 3 свидетелях. Смерти, тоски, кручины, при 3 охранниках, духе рода, стражники и духе покровители. Ключ, замок, язык. Заклинаю. Дух рода, стражник, дух покровитель. Всех выкликаю, всех призываю и прошу. Проведите меня между 2 миров, на ту сторону жизни, где тайна сна мертвого и тайна сна живого, в тайне видимое и невидимое, где река смерти чертит собою границу миров. На берегу той реки стоит черная башня, в той башне тайная комната, в ней сидит судьба Инги, перед ней лампада горит, лампада жизни горит, и призовет она к себе троих, смерть, тоску, кручину. И прикажет им с этого часу хранить лампаду жизни Инги, в огне ей не сгореть, в воде не тонуть, от меча и пули не погибнуть, от веревки и яда быть обойденной. Власть имущий ее не заметит, доносчик ее побоится, у душегуба руки и ноги отнимутся, тюрьма и ссылка ее не коснутся.
С вором и убийцей разминутся. Судом и клеветой ее не возьмут. Тоска не задавит, змея не ужалит, зверь не подойдет. Злая сила мимо пройдет, ее не тронет. С высоты не упадет, а камни не ударится, всюду сбережется, от всех бед спасется. Разум будет трезвый, тело будет резвым, из всех бед выйдет победителем, спасется, выживет, выстоит. Ничем никто ее не возьмет. Весь свой век будет жить свободной и сытой, с добрым именем, заговоренная рукой судьбы при 3 свидетелях, смерти, тоски, кручины, при 3 охранниках, духе рода, стражники и духе покровители, ключ, замок, язык. Заклинаю. Достаточно. Я прочитала 3 раза, вы должны прочитать 6 раз. Ни для кого это провести нельзя, ни для своего ребенка, ни для кого. Для своих детей есть сохран матери. Но если у вас взрослые дети, вы можете переписать, дать им в руки и объяснить, как это делается, как это читается. Ничего при этом ритуале, то есть никуда никакой откуп относить не нужно. От своей судьбы не откупаются, она помогает даром. Но в любом случае не забывайте о благодарности Вселенной. Потому что благодарность – это очень важная часть нашей жизни. Берите, пользуйтесь. И будьте заговоренные. Это тот случай, когда поможет любому человеку, и виновному, и невиновному. Это милосердие судьбы. Примите ее с благодарностью. Всем удачи!